Мне просто не нравится, как она снимает. В моих руках сейчас находится Action камера. Я не буду рассказывать тебе про ее характеристики, так как ты знаешь не хуже меня. Лучше давай на основе DJI Action 4 я расскажу, нужна ли именно тебе Action камера, или может все-таки подойдет смартфон или фотоаппарат. Как только я узнал про существование вот таких вот удобных мобильных малюток, я загорелся желанием приобрести себе такую же. Пересмотрев кучу обзоров, я все больше и больше убеждался, мне это надо, я хочу это во что бы то ни было. Узнав больше об экшн-камерах, я остановился на DJI, так как по сравнению с GoPro, DJI была существенно дешевле, а также многие обзорщики говорили, что это лучшая экшн-камера на данный момент. А я расстроен. Чего эти блогеры не говорили, так это о существенных минусах этой малышки. Да, один есть. И для меня они могут показаться существенной причиной не брать ее. Но для начала давай поговорим о ее плюсах. Помимо того, что она миниатюрная, а того и мобильная, у нее еще и хорошая прочность. Так как не раз она падала у меня, я в этом удостоверился. Проверим на пробиваемость. Также неплохая водонепроницаемость. Производители заверяют аж до 18 метров глубины без аквабокса. Хотя они много чего могут говорить. Но вот контейнер с водой она пережила. Опускаем воду, проверяем. Буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль. Буль-буль. Как я выгляжу? Как я выгляжу? Как я выгляжу? А вот под сильный напор воды я бы ее не подставлял, так как это точно испортит камеру. Ведь напор бьет по уплотнителям крышки батареи USB и в стеклянную крышку объектива. Еще один плюс, который я приметил, так это широкий угол обзора. По сравнению с сетапом моего фотоаппарата, Action камера может охватывать почти всю мою комнату, аж 155 градусов, а это немало. Из плюсов можно еще отметить встроенный микрофон. Он не вау, но довольно неплох. И на первое время сгодится, если у вас нет микрофона. А вот и он, главный минус Action камер. И вы, скорее всего, уже заметили его, да? Маленькая матрица. В связи с этой особенностью Action камер, съемка в местах со слабой освещенностью практически невозможна. Картинка темная, шумная, уходит больше серые тона, а информация в темных местах просто исчезает. И не спасает ее ночной режим, который должен компенсировать недостаточную освещенность в помещениях, а только усугубляет и так ужасную картинку. Значит, я 6 часов выходил в прошлый раз. Сейчас уже 9. Если вы сейчас смотрите со смартфона, то вам может показаться, что картинка более-менее, сойдет. Только вот нужно смотреть с экрана монитора. Качество этого изображения может вас удивить не в лучшую сторону. При этом же камера на смартфоне или даже на фотоаппарате намного ярче, светлее, информации намного больше, а качество самого изображения соответственно лучше. Также DJI кичится своей прекрасной стабилизацией. Только вот ту же прекрасную стабилизацию приходится отключать, если недостаточно освещения, так как кадр становится шумным, детали теряются, а быстрые движения превращаются в размытые. При включении стабилизации картинка же начинает прыгать, это сразу уже бросается в глаза и при монтаже никак не убирается. Помимо съемок на улице, Action камеру можно использовать и как веб-камеру. Все, что нужно, так это вставить любой кабель с разъем Type-C в камеру, а другой конец в системник и выбрать режим веб-камеры. Вот так я выгляжу. Вот у меня длинный провод. Метров 5, по-моему, если не больше. Я не помню уже, если честно. Но довольно-таки много. Могу так делать. И смотреть на себя. Кстати, картинка, по-моему, даже получше чуть-чуть. Или мне кажется? Картинка, по-моему, маленечко получше. В режиме вебки Action камера начинает неплохо отогреться. Вот только в момент зарядки. А вот если батарея у вас полная, то Action камера немного теплая, что меня несказанно удивило и порадовало. И все же, качество картинки Action камеры не сравнится даже с бюджетным фотоаппаратом за 30 тысяч рублей, в то время как сама эта Action камера стоит около 20 тысяч. А смартфон не уступает по мобильности Action камере и опережает ее по универсальности.
Вот только телефон с хорошей камерой будет стоить дороже. Но даже так, телефон за 30 тысяч рублей будет лучше снимать, чем вот эта экшн-камера. Я сейчас снимаю на телефон и на экшн-камеру. Сравнение картинки. Потому что мне на телефоне больше нравится. На телефоне у меня фронталка камера. Роллинг шаттер. Роллинг шаттер. Есть, нет. Потому что телефон у меня дешманский. Ну, по крайней мере, сейчас он 15 тысяч стоит. А покупал я его за 30. И причем телефон лучше снимает, чем экшн-камера. Ну и последний минус для меня — это огромная линза, которую я постоянно задеваю, мораю и, в общем-то, жирными руками трогаю. Меня вот начинает бесить, когда во время съемки нажимаешь запись и случайно кончиком пальцев задеваешь линзу. И не замечаешь в процессе, кадры оказываются испорченными. Даже приобрел вот этот крепеж специально, чтобы меньше ее в руках таскать. Скорее всего, ты уже сделал вывод, нужна ли тебе экшн-камера в связи с твоими потребностями. А может все-таки взять фотоаппарат или смартфон. Если есть желание взять фотоаппарат, ну и бюджет, конечно, ну, то советую R50, R10, так как там есть стабилизация, автофокус, лучше картинка, можно подключать по Type-C и передавать файлы. Или подключать в формате экшн-камеры без карты захвата, что довольно-таки выгодно и удобно. С смартфоном же все куда и проще, и сложнее. Вот тебе камерафоны для контента, вот тебе универсалы, а вот тебе игровые, выбирай не хочу. Только вот и ценники на телефоны с хорошей камерой сравнимы с фотоаппаратами на вторичке. И все же, если ты только начинаешь вникать в видео, фото, YouTube и TikTok, то вот тебе мой совет, который нахрен никому не нужен. Выбери смартфон. Он универсален, всегда с тобой, в любое время можно достать. В темное время записывает видео лучше, чем экшн-камера. А также лучше, чем некоторые фотоаппараты, в котором требуется светосильная оптика. А она не из дешевых. Ой. Ну, вот я и закончил монтировать, снимать, все делать. Ушло у меня это довольно-таки долго, почти месяц. 6 минут почти месяц делать. Вот, ну надо же быть вот таким вот. В процессе у меня сломался штатив на камеру. Сейчас он держит, но поднимать не поднимает. Поэтому придется докупать. В процессе у меня начал компьютер вылетать, умирать. Синий, уже черный получается экран выдавать в DaVinci. Да, в связи с этими всякими факторами, такими как погода, улица, постоянная работа, пришлось делать долго. Долго-долго. Ну, в принципе, дело сделано. А так, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Удачи в ваших начинаниях. Ну и что сказать еще. Не слушайте никого. Если хотите взять вот такую вот залупу, берите. Не хотите брать, не берите.